Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня буду готовить постное печенье на томатном соке. Рецепт советских времен. Томатный сок у меня свой, и при его приготовлении я добавляла соль. Поэтому сейчас соль добавлять не буду. Вы добавляете соль по вашему вкусу. Томатного сока 250 мл. Это 1 стакан. Добавляю 1 чайную ложку соды без горки и перемешиваю. Видно, как идет реакция, сода гасится соком. Добавляю 70 грамм сахара. Количество сахара по вкусу. Можете добавить как больше, так и меньше. Перемешиваю, чтобы сахар растворился. Если у вас нет томатного сока, то можно растворить столовую ложку томатной пасты в стакане кипяченой воды. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 50 мл рафинированного подсолнечного масла и перемешиваю до объединения ингредиентов. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Я заранее просеяла 650 грамм пшеничной муки. Добавляю ее частями и замешиваю тесто. Сначала мешаю венчиком, чтобы не было комочков. Потом лопаткой. Добавляю оставшуюся муку и замешиваю тесто руками. Тесто липкое, поэтому миску, тесто и руки смазываю подсолнечным маслом. Всего у меня ушло примерно 100 мл. Я хочу, чтобы печенье было мягким внутри, поэтому больше муку добавлять не буду. Если вы хотите получить хрустящее печенье, то добавьте больше муки. Раскатайте тесто в пласт и вырежьте из него печенье. Вот так выглядит мое тесто. Тесто липнет к рукам, поэтому при формировании печенья я смазала перчатки подсолнечным маслом. Беру кусочек теста и формирую из него лепешку. Противень я застелила бумагой для выпечки. Бумага у меня хорошего качества, поэтому я ее ничем не смазываю. Укладываю печенье на расстоянии друг от друга, чтобы оно не слиплось во время выпечки. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на среднем уровне примерно 15-25 минут, в зависимости от вашей духовки и размера печенья. Готовность можете проверить зубочисткой. У меня получилось 3 противня печенья. В среднем печенье выпекалось 20 минут. На этой тарелке печенье с 2 противней. Цвет печенья мне нравится. Оно оранжевое, как солнышко. Печенье в меру сладкое, и его можно есть в пост. Тем, кто следит за своей фигурой, печенье понравится. И точно понравится любителям томатов. Несмотря на то, что печенье постное, оно вкусное. Мой сын очень любит печенье на томатном соке. И я готовлю для него как мягкое печенье, так и хрустящее в виде крекера. Это печенье с корочкой снаружи и мягкое внутри. Для его приготовления не требуется много времени.
и наверняка у вас на кухне найдутся все необходимые продукты. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!